Всем привет! Вы на канале Psy-Energy Life, и сегодня в видео мы поговорим на тему «Нет друзей, что делать?». Как оказалось, это часто задаваемый вопрос. Звучит он обычно так: у меня нет друзей, подскажите, как это исправить? И я с радостью на него вам отвечу. Первым делом придется немного за собой понаблюдать, скажем, в течение 3 дней. Можно и больше, неделю, месяц, так результат у вас будет наиболее точным. Вы хотите знать зачем? Может, кто-то уже знает ответ? И да, он совсем прост – узнать себя. Тогда, если вы оказались правы, переходите ко второму пункту, а для всех, кто остался сейчас со мной, ребята, вам нужно узнать, чем вы, так сказать, дышите. Например, вы любите смотреть фильмы. Какие они? Жанров ведь много. Фантастика, криминалистика, научно-документальная, мелодрамы, драмы и очень много других. А какие любимые именно у вас? Если появился вопрос «да я разные смотрю, как мне быть?», то возьмите 10 последних просмотренных вами фильмов и ответьте, каких было больше. Какой фильм зацепил вас больше всего? Так и какого жанра он был? Вот тут и узнаете, какой жанр предпочитаете именно вы, и то же самое можно проделать с книгами. Второе. Что можно сделать, уже зная любимый жанр фильмов и книг? Это вспомнить свои хобби. Какие тут могут быть варианты? Итак, танцы. Занимаетесь непосредственно с учителем или же самостоятельно по интернету, просматривая множество видеороликов. Рисуйте природу, натюрморты или разных персонажей аниме. Занимаетесь плетением из бисера различных браслетов, сережек, брошек, зверушек, а может даже деревьев или цветов. Фотографируйте фасады зданий, людей или животных. Собираете, разбираете компьютер или телефон, устраняете в них неполадки, занимаетесь выращиванием растений, коллекционируете марки, наклейки, монеты, вяжете мягкие игрушки, собираете пазлы, играете на гитаре, пишете стихи, песни, занимаетесь спортом. А может, вы играете в игры, ставите себе цель пройти уровень на время, или 50-й раз пытаетесь пройти очень сложный уровень. Посмотрите, как много вариантов мы уже с вами перечислили. И это еще далеко не все, чем можно увлекаться. Я думаю, что вы нашли свое хобби, и мы переходим к следующему пункту. Третье. Итак, вы узнали жанры фильмов и книг, а также хобби, которые вас интересуют. Значит, основную задачу мы с вами уже проделали. Себя узнали. Теперь переходим к части, в которой нам нужны и другие люди. Для начала вы вспоминаете все свое окружение и анализируете, есть ли в нем люди, которые похожи на вас, увлекаются тем же, чем и вы. Если такие есть, переходим к следующему пункту. Если нет, продолжаем. Значит, перед нами висит задача, нужно найти таких людей. Ищем с помощью чего? Верно, интернет нам в помощь. Вводим в поисковик слово «форум». Можно найти именно вашего города или страны, так будет лучше даже. И ищем категорию фильмы и хобби. А там в зависимости от того, что вы выбрали, переходим в фильмы, сериалы, книги, танцы, регистрируемся и строчим сообщение. Можете создать новую тему и там написать свои мысли. А можете позадавать вопросы автору поста, уже готового, процитировать его и добавить свои мысли. Дождаться ответа, и так у вас завяжется разговор с форумчанами. Далее, если все пройдет успешно, у вас появится друг по интернету. А если и дальше все будет ок, то из интернета он перебазируется в реальную жизнь. Четвертое. В вашем окружении есть люди, с которыми у вас схожий интерес. Теперь нужно пригласить их на встречу. Желательно, чтобы это был выходной день и во второй половине дня. Потому что большинство людей утром любят поспать. Итак, пригласить можно прогуляться как в кино, роллердром, так и в парк. Все зависит от ваших предпочтений. На встрече старайтесь с ними общаться так, чтобы не было длительной паузы между фразами. С чего начать? До самого простого. Мне понравился фильм, который я недавно смотрел, а что ты думаешь о нем? Фразу вы можете переделать под вашу манеру разговора. Если речь идет об играх, то обсудить графику, обновление любимой или новой игры будет как раз кстати. Чем лучше пройдет этот разговор,
тем вероятнее всего у вас появится друг, а может и не один, а несколько. Только не забывайте обменяться телефонами или страничками Инсты, Телеги или Вайбера, Ватсапа. 5. Если у вас наклевывается друг, не забывайте, что отказываться, когда вас пригласили погулять, нежелательно хотя бы первые 3 раза. Почему? Потому что человек должен почувствовать вашу заинтересованность в общении с ним. А если этого не будет, то он испарится, будто его никогда и не было. Но только представьте, вот вы пишете 1 раз, 2, 3, и каждый раз слышите отказ. Неужели вы захотите предложить еще что-то хотя бы еще раз? Конечно, нет. Поэтому не злоупотребляйте добротой других людей. 6. Желательно проявлять инициативу и тоже приглашать на встречу или в гости, но держите себя в руках. Если вы очень часто будете навязываться другому человеку, например, по 50 смс-ок писать в день в социальную сеть или постоянно звонить, то у человека не будет желания с вами встретиться. Он просто насытится, а вы ему представитесь как назойливая муха цаце. Просто не стоит этого делать. Все должно быть в меру. 7. Возьмите себе за правило, чтобы человек был заинтересован стать вашим другом, то при встрече желательно быть самим собой и по большей части позитивным. Для этого плохое настроение оставляем дома, а на встрече стараемся приятно провести время. С вами был канал PsyLife. Пишите в комментариях, какие 3 пункта из видео были самыми важными на ваш взгляд. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. До скорой встречи. Пока-пока.